Всем привет! Приступаем к hard-use тестированию ножей Emerson CQC7 и Zero Tolerance 350. Эта серия тестирования окончательно определит, который из этих ножей круче, как складной ломик. Zero Tolerance 350 имеет некоторое преимущество после первых тестов в хозяйственно-бытовых работах, но это преимущество исчезнет, если вдруг он запорит вот эти вот самые главные тесты, на мой взгляд, для этих ножей, так как все-таки это складные ломики, а не какие-то хорошие, легкие и удобные резаки. Ну что ж, поехали. Начнем с тестирования режущей кромки. Для начала рез кабеля. Можно видеть, следы на покрытии сразу остались. Я не знаю, повредилось ли оно, но следы есть. Теперь Emerson. Оба ножа отлично справились с задачей, никаких сколов, ничего. Но это, так сказать, разминка. Перейдем к более серьезным работам. Сегодня у нас банка с ананасами. Одну крышку откроем Zero Tolerance, а обратную сторону Emerson. Поехали. Сейчас сольем водичку. Поехали. Напоминаю, 30-ка на клинке здесь. Это тоже само по себе очень серьезная заявка. Так как порошковая сталь, есть порошковая сталь, возможно выкрашивание, сколы. Ну и вторую часть Emerson. Такое чувство, что эта стамеска левосторонняя, она просто создана для такой работы. Даже можно видеть, как ровненько отрезал Emerson и как рвано это получилось у Zero Tolerance. Батарея закончилась в самый неподходящий момент. Я как раз собирался рассмотреть режущие кромочки. И с уверенностью могу вам сказать, что режущая кромка Zero Tolerance чувствует себя довольно-таки плохо. Я не знаю, если это будет видно на видео, без макро. То есть каких-то очень больших сколов нету, но ее очень некрасиво повело в стороны. А Emerson, в свою очередь, чувствует себя прекрасно. Ну что же, я сделал некоторые выводы после моего первого опыта hard-use тестирования, и я решил ввести еще одно испытание режущей кромки. Это испытание будет представлять из себя снятие стружки с вот такой вот алюминиевой пластины. Это промышленный 2-миллиметровый алюминий, такой кастрюльный. И я просто попытаюсь немножко его так аккуратненько построгать. Ну, аккуратненько совсем не получается. Будем строгать как есть. Ну, я не знаю, насколько это видно, но
Стружку Zero Tolerance снимает очень хорошо, причем без особых дополнительных разрушений режущей кромки. То есть то, что есть, оно уже есть, но ситуация не ухудшается. Вот так вот он построгал, можно это видеть. Теперь Эмерсон. Эмерсон тоже очень неплохо справляется с этой задачей, с одной поправкой на то, что вот эта левая стамеска, она норовит выскочить наружу и не зарывается глубоко в материал, но тем не менее он строгал этот алюминий, и с режущей кромкой тоже ничего такого глобального не произошло, никаких сколов или глубоких замятий. Отлично. Теперь, значит, переходим к следующему этапу. Это будет этап проверки наших замков. Вот это вот очень интересно. Кстати, от работы ножи не разболтались. У Zero Tolerance был какой-то микролюфт. Кстати, обратите внимание на покрытие Zero Tolerance после алюминия. Оно так вот красится от металла уже который раз. В общем, у Zero Tolerance был какой-то микролюфт из-за того, что это полуавтоматический нож. А Эмерсон намертво держит. Ну, поехали. Сначала Zero Tolerance. Нормально. Держит. Держит. 5 хороших ударов. Все выдержал. Теперь Эмерсон с его более тонким титановым лайнером. Вот так вот. Сложился Эмерсон, который по идее должен залипать. Он сложился, мне кажется, и разложился опять. Ну, еще раз. Вот так. Ну, я думаю, тут, в принципе, все понятно. Замок стоит нормально. Все, на первый взгляд, выглядит отлично, но как он складывается. Ай-яй-яй. Вот так не ожидал я. Ну что ж, идем дальше. Переходим к тестированию прочности кончика. Будем делать сквозное отверстие в деревяхе. Так, 10 ударов есть. Теперь десяточку Эмерсона. Неплохо оба, хотя Эмерсон, мне кажется, как-то агрессивнее, как-то глубже он входит изначально в древесину. Я думаю, должно быть заметно, какие бешеные нагрузки сейчас боковые приходятся на ножи.
Что-то я стал пробивать в разных местах немного. Все, насквозь. Да, быстро в этот раз. Вот сейчас с Эмерсона несколько раз у меня рука соскользнула практически на клинок. Просто нож не такой длинный, и она не ушла. Вот. У рукояти Zero Tolerance тоже есть свои недостатки. Просто я сейчас как-то ну, не обязательно буду об этом упоминать. Но вот Эмерсон подтвержу то, что люди говорили, что если вот не предохранять себя большим пальцем, то рука при силовой работе очень может соскочить на режущую кромку. Я это подтверждаю. Следом у нас следующее испытание на прочность кончика. Жесть 0,8 мм по 5 ударов. Zero Tolerance. Самый-самый кончик ушел, ну, какие-то десятки миллиметров. Вот. И вот его входные отверстия. Теперь Эмерсон. Вот оно, входное отверстие. Покрытие с Эмерсона начало на жести отлетать просто хлопьями. Вот здесь вот можно видеть. Ну и на Zero Tolerance покрытие тоже вот на кончике. На кончике оно ободралось вот здесь вот. Следом более тяжелое испытание. Жесть 1 миллиметр. Пять ударов. Ну вот, Zero Tolerance было очень тяжело. Теперь Эмерсон. Ну вот обратите внимание, несколько отверстий Эмерсона, вот и вот. Это вот одно попало в другое, оно чуть больше, но вот это вот. И мои ощущения говорят о том, что тантоидом что-то прошивать, пробивать, конечно, гораздо удобней. Ох, и кончик поплыл здесь, ой-ой-ой. Ох, и Эмерсон. Обратите внимание, кончик сам. И вот это вот место здесь, не знаю, с режущей кромки прям вот начала стружка сниматься. Не знаю, как это показать, надеюсь, будет видно. Ну что ж, я приготовил еще и нержавейку, промышленная нержавейка, которая не магнитится. Это не жесть, тоже 1 миллиметровую. Но я не буду пробовать кончик, потому что на обоих ножах ой-ой-ой, о фак, блин, как же я этого не увидел. Смотрим на Zero Tolerance, на кончик.
Вот вам и 30-ка. Так что в этих тестах, ребята, Эмерсон оказывается еще и лучше. Фу. Ну, естественно, какая тут, конечно, может быть нержавейка. Никакой нержавейки не будет. Вау. Блин, мне надо будет сесть и конкретно подбить итоги этого тестирования. Ну что, немножко побатоним напоследок. Ножи, что один, что второй, скажу вам, не особо радует вообще. Я провожу батонинг с открытым замком, потому что лайнер он просто не выдержит. Батонинг против волокон специально, чтобы испытать нагрузку на осевой винт. Эмерсон просто не хочет залазить в древесину, вообще выпрыгивает из нее. Ну ничего, конструкция держит, никаких люфтов, ничего. Ну вот Zero Tolerance как-то батонит веселее, я имею в виду внедрение вот в этот материал. Проходит очень хорошо. С Эмерсоном это все печальнее как-то. Ну что ж, на этом, я думаю, можно закончить именно активную часть тестирования и переходить к обдумыванию итогов того, что у нас получилось. Потому что, ну, как-то все не совсем уж очевидно было. Вот. Давайте взглянем на наших бойцов вблизи. Конечно, для меня стало неожиданностью, что вот этот вот кусок жести толщиной 1 мм стал практически непреодолимым барьером для обоих из них. Для начала, тот, кто шел первым, Zero Tolerance 350. Сколы на кончике. Уже после открытия консервной банки я четко понял, что установка такой стали, как S30V, на складной ломик — это не очень хорошая идея. Можете видеть вот эти вот выщерблены. Это вот все получилось после открытия банки. Ну и кульминацией всего стал вот этот бешеный скол на кончике. Покрытие, я думаю, выдержало хорошо. Эти все остатки краски, все смоется. Замок стал заходить чуточку дальше. Он был в самом начале, теперь заходит ближе к середине. А так, сам нож, как бы клиночек по центру, SpeedSafe работает. Как бы это очень важно. Теперь Эмерсон. Смотрим на кончик. Тоже вот эта миллиметровая жесть была ему не по зубам. Хотя и прошивал он ее гораздо сильнее, чем Zero Tolerance. Но скольчики даже на стали 154 CM, которую Эрнест Эмерсон калит
по слухам, не на самую высокую твердость, то есть это довольно пластичная сталь, и то она не выдержала. Но опять же, входил он гораздо глубже. Напомню, вот эти вот два, давайте наведем фокус, вот эти вот два отверстия, вот это и вот это Emerson. Вот эти вот мелкие, это Zero Tolerance. Некоторые практически там даже кончик не входил. Я не знаю, вот это вот, например, отверстие, ну очень как бы просто такая точечка. А вот режущая кромка после открытия консервной банки, например, тут чистая победа Эмерсона. Вот. Но скольчики тоже серьезные, кончик сам ушел. И огромным разочарованием стал вот этот вот титановый лайнер, который закрывался от ударов по обуху. Да. Понятно, что это не целевое применение, но Zero Tolerance выстоял хорошо, а Emerson нет. И для ножа, который позиционируется как такой неубиваемый лом, это минус. Но в совокупности всех тестов, конечно, нужно более внимательно, как-то вдумчиво подбить мои ощущения и те результаты, которые получились. Ножи пойдут на переточку, и после приведения их в нормальный вид мы уже более подробно поговорим с вами об итогах Hard Use тестирования и сравнения этих двух ножей в общем. Все, спасибо за просмотр, надеюсь, вам было интересно. Лично мне показалось, что экшена было достаточно. Пока, бай-бай.